Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Мне в личные сообщения написала девушка с просьбой помочь преобразить ее руки. Я знаю, вы любите такие преображения, поэтому смотрите в данном ролике, что из этого у нас получилось. Поехали! Посмотрим на сегодняшние ручки, с чем нам предстоит работать. Тут сильно стелющаяся, потресканная кутикула с ранениями. В общем, запущенный такой случай по маникюру, поэтому придется сегодня изрядно потрудиться. Я знаю, что многие мастера боятся клиентов с такой кутикулой, потому что легко поранить, так как над кутикулой красная зона, а это говорит о том, что близко располагаются капилляры и стоит быть предельно осторожным. Ну и, конечно, избирательным при выборе техники. То есть, например, если использовать для приподнятия кутикулу насадку с синим абразивом, можно поранить, например, по синусным поворотам. Если неправильно срезать кутикулу кусачками или ножницами, то ее также можно поранить. В общем, нюансов множество. Ну и поскольку ногти короткие, конечно, хочется большего преображения, будем выполнять наращивание. Поэтому смотрите видео до конца. А мы пока занимаемся подготовкой. Опиливаем свободный край, убираем его, а поверхность шлифуем при помощи бафа, его жесткой стороны, либо пилки. Мы видим на ногте белые полосы. Это птериги, кожа, которая стелется на ногтевую пластину. Ее стало хорошо видно после того, как мы отодвинули кутикулу при помощи апельсиновой палочки. Кстати, бафик уже помогает убрать часть этого птериги, и нам приходится меньше работать фрезой. Обязательно используйте сначала баф, а затем уже работаем насадкой. Для обработки выбрала вот такую конусную фрезу с красной насечкой. Во-первых, она имеет тупой носик, то есть она не сможет как-то глубоко поранить клиента под кутикулой. Также ей удобно обрабатывать боковые пазухи, валики, а круглой стороной можно даже шлифовать кожу и вот эти заусенцы, которые остались. Конечно, в тех местах, где у нас есть ранки, мы работаем предельно осторожно. Смотрю на реакцию клиента, чтобы не было ни горячо, ни больно. Честно говоря, я уже забыла, почему у модели настолько запущенные руки. Ролик мы снимали достаточно давно, но тут явно не было маникюра длительное время, поэтому если у вас или у клиента кутикула стелющаяся, то ее необходимо регулярно, на постоянной основе отодвигать и выполнять маникюр, чтобы такого не было, чтобы она не была пронизана капиллярами и вследствие было проще выполнять маникюр. Поскольку кутикула у модели влажная, я использую дегидратирующую присыпку, чтобы немного подсушить кожу и выполнить аппаратный срез. Для этого я использую насадку с синей насечкой, потому что кутикула достаточно плотная и красный ее просто не возьмет, а синяя хорошо шлифует. Кстати говоря, при такой кутикуле, при налипшей, я все-таки рекомендую именно аппаратную технику маникюра, не полностью комби, так как часто при срезе можно задеть капилляр, который очень близко. А когда мы работаем фрезой, все-таки у нас кожа спиливается постепенно, шаг за шагом, и нет такой вероятности поранить. Хотя, если где-то что-то остается и не убирается фрезой, то лучше не перетирать на одном месте, особенно если мы видим красные уже участки, это говорит, что кожа уже нагрета в этом месте, тогда мы дорабатываем при помощи режущего инструмента. Я использую кусачки. Большой ноготь у моей модели травмирован, мало того, что он обгрызенный, так еще и неровный по поверхности. Мы видим с вами очень широкую белую лунулу. Это говорит о том, что ростковая зона мягкая и нужно работать аккуратно. Я намеренно не стала больше удалять кутикулу, ее как-то сильно перетирать, поэтому дорабатываю некоторые участки кожи кусачками, и также можно зашлифовать при помощи этой насадки конус, которая приподнимала кутикулу. Она, кстати говоря, в том числе зашлифует мелкие заусенки, если они остались. Работаю на форварде и на реверсе в одну и другую стороны. С маникюром закончено. На мой взгляд, уже руки кардинально преобразились. Я очень люблю этот эффект до и после. То есть с какими ногтями, кутикулой клиент пришел, и вот после маникюра, как они выглядят, мне кажется, всегда это здорово смотрится, и даже сами клиенты отмечают, что вот как будто стало легче пальчиком. Ну а мы переходим к наращиванию. Будем использовать нижние формы, поэтому примеряю, чтобы они хорошо подходили по линии натуральной улыбки, и вырезаю насечки, так как валики у моей модели объемные и необходимо их высвободить, чтобы форма хорошо обжалась под пальцем.
На большом пальце неровный свободный край, да его и вовсе нет, поэтому сложно как-то подставить правильно шаблон. Можно воспользоваться следующим лайфхаком. Да нарастить немного свободный край, как будто бы у нас есть, и под него уже подставлять шаблон. Сначала нанесла базу, выкладываю шарик акригеля, распределяю его немного на себя, формируя свободный край, просушиваем в лампе, затем опиливаем, и вот у нас получается как бы ноготь, под которым мы уже подставляем форму. Берите такой лайфхак на заметку, если пришел клиент-грызунчик, у которого совсем нет свободного края. О том, как более подробно ставить шаблоны под любые ногти, вверх растущие, вниз растущие, широкие, обгрызенные, мы говорим на нашем онлайн-курсе ProMaster, который посвящен наращиванию ногтей. Более подробную информацию я оставлю в описании. На самом деле постановка шаблона – это один из моих самых любимых этапов. Я знаю, что многие мастера просто ненавидят этот этап, но я уверена, это просто потому, что они не знают, как это правильно делать. А мне этот этап напоминает какую-то магию, волшебство, когда ты вот пару раз вырезал ножницами и все совпало так прекрасно. И самое главное, мне нравится чистота выкладки под ногтевой пластиной, что нам не нужно выпиливать, например, как в верхних формах, достраивать какие-то боковые стороны или по точкам роста, ведь при помощи нижних шаблонов мы можем смоделировать ногти для любого клиента. После нескольких секунд просушки полигеля в лампе поджимаю его при помощи тонкогубцев, так как ногти у моей модели широкие. И также продолжаем выполнять наращивание на других ноготках. Самое главное, чтобы эта подложка была достаточно тонкой, не делаю ее толстой. Я намеренно выбрала белый оттенок для того, чтобы кончик у нас получился белым, а ложа у нас будет другого цвета. Получится такой эффект бэби-бумер, плавной растяжки, перехода. После того, как закончили с подложками, снимаем липкий слой и приступаем к опилу. Хочу выложить поверхность в технике без опила, поэтому сейчас именно придаю форму подложке. Делаю скво-овал, на мой взгляд, на такой короткой ногтевой пластине он будет смотреться очень выигрышно и вытягивать пальчики, а не обрубать, например, если бы я сделала форму квадрат. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Для архитектуры использую Bottle гель. Это жесткий гель во флаконе с кистью вот такого красивого небесно-голубого оттенка. И выполняю им как будто выравнивание поверхности. Наибольшее количество материала должно быть на стрессовой зоне. И после переворота видим, как свободный край просвечивается, белый цвет, и переход получается очень плавным. На большом пальчике работаю в два этапа. Сначала положила материал посередине, а затем полностью от кутикулы до свободного края. Если бы я сразу положила огромную каплю этого цветного геля, скорее всего бы он не просох внутри. Теперь выполним дизайн. Видела где-то в соцсетях такой мастер-класс, когда мы берем гель-краску плотную, раскладываем ее тонко на глянцевой поверхности, просушиваем, затем отделяем и вырезаем небольшие фрагменты из нее. У нас получаются четкие геометрические фигуры, можно вырезать все что угодно, при этом тонкая толщина и пластичный материал, который будет повторять изгибы. То есть материал получается не как, например, битое стекло, жесткий и топорщийся, а мягкий, который повторяет изгиб. Конечно, да, он немного выпирает на поверхности, но при помощи топа это все скрывается. Также добавим наклейки, чтобы подчеркнуть геометрический дизайн, и перекрываю все матовым топом. Но это еще не все. При помощи вот такой насадки в виде шлифовщика запечатываю масло в кожу, чтобы этих заусенец не появлялось. Но мне показалось, что как будто не хватает блеска нашему дизайну, поэтому выстраиваю небольшую каплю в высоту на том месте, где у меня серебряный прямоугольник. Получается очень стильно. Вот такой результат нашего преображения. Наш результат, понравилось преображение, поддержите, поставьте пальчик вверх, смотрите и другие полезные видео на канале с преображением. Не забудьте подписаться. Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо, пока-пока!